Игры для компании друзей или двоих влюбленных. Нет повести печальней на свете, чем повесть о том, как собралась компания на день рождения, вечеринку или тусовку и заскучала. Аналогичная история про влюбленную парочку, которая словно Ромео и Джульетта не знает, чем заняться на свидании и сидит в унынии с постными лицами. Обязательно сохрани этот видосик себе на стену в социальной сети, которая во время очередной унылой вечеринки или скучного свидания точно спасет ситуацию. Ведь любая вечеринка должна закончиться так, чтобы два клауна Капулетти и Монтекки забыли о былой вражде. Привет, друг! С вами на связи Фанинариум Медиа. Хочешь видеть увлекательные интересные видео на разные клевые темы? Тогда присоединяйся к нам, подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы ничего не пропустить. В жизни каждого из нас много вечеринок, днюх, праздников, тусовок или свиданий. Порой они невероятно тухленькие и однообразные. Как же исправить ситуацию? Самый лучший вариант для компании, друзей или парочек влюбленных – это игры. Да, взрослые тоже любят игры. Именно игры позволяют расшевелить людей, дают возможность отлично провести время, вызывают море смеха, добавляют положительных эмоций и сближает, что немаловажно для дружеских встреч или свиданий тет-а-тет. Играть можно на желание, наказание или призы. Такие встречи точно никого не оставят скучающими или равнодушными и подарят всем яркие воспоминания. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Стоп, не то. Играть и во что играть? Вот в чем вопрос. Итак, во что можно поиграть в компании друзей или наедине со второй половинкой? Мы подготовили для вас более 50 игр. Игра «Правда или действие». Бесспорно, самой популярной игрой на любых вечеринках, тусовках, семейных встречах и свиданиях влюбленных будет именно игра «Правда или действие». В нее можно играть от 2 человек до большой шумной компании. Правила игры довольно просты и известны. Игрокам дается на выбор «Правда» или «Действие». При выборе «Правды» игрок честно отвечает на вопрос, заданный другими игроками. Если выбрал «Действие», то совершает действия, которые придумали игроки. Смысл игры в том, чтобы задавать веселые, провокационные, нелепые, странные или смешные задания и вопросы. Это поможет вам незабываемо провести время, отлично потусить и узнать друг о друге много интересного. В игре «Правда или действие» можно придумывать самим вопросы и задания, но можно воспользоваться приложением для игры «Правда или действие» для всех. Ссылка на игру сверху и в описании к видео. Приложение точно понравится компашкам и парочкам. Кстати, приложение разработали мы сами, так что за качество отвечаем. Интересные игры для компаний друзей и парочек. Кроме игры «Правда или действие» существует множество других отличных игр. Выбирай на свой вкус и ситуацию. Игра «Кто я?». Каждый игрок пишет на стикере имя любого киногероя, селебрити, историческую личность, животное или предмет. Затем наклеивает стикер на лоб соседнего игрока так, чтобы он не видел, что там. Когда у всех игроков есть стикеры, каждый пытается отгадать, что или кто он, задавая один наводящий вопрос за свой ход. Другие игроки могут ему ответить только «да» или «нет». Игра «Я никогда не». Игроки по очереди говорят то, что они никогда не делали в жизни, но, скорее всего, делали другие. Если другой игрок это делал, то он получает штрафной балл или загибает один палец. Так побеждает тот, кто меньше получил баллов. Смысл игры в том, чтобы выведать друг у друга занятные секреты или рассказать про себя. Игра «Две правды и одна ложь». Каждый игрок говорит о себе 3 факта, причем 2 из них правдивые, а 1 лживый. Другие игроки должны понять, где правда, а где откровенная брехня. Кто угадал, те получают по 1 баллу, а если никто не угадал, то загадывающий получает 3. В конце игры, кто набрал наибольшее количество баллов, дает провокационное задание тому, кто набрал меньше всех. Игра «Фанты». Все игроки кидают по 1 предмету в какой-то мешок, а один из игроков достает случайный предмет. Ведущий придумывает веселое задание, которое должен выполнить человек, кому принадлежит вытащенный фант. Игра «Шляпа». Каждый игрок пишет по 1 слову на бумажке и сворачивает вдвое, делая таких записочек по 10-15 штук. А затем все они кидаются в шляпу. Потом все игроки делятся на команды по 2 человека. Каждой паре дается минута, чтобы один доставал записку со словом и пытался его объяснить напарнику, не называя само слово. Побеждает та пара, которая смогла угадать максимум слов на бумажках.
Игра «Крокодил». Эту игру знают все еще из детства. Один игрок загадывает на ушко другому слово, а тот должен показать его без слов, только с помощью жестов. Будет весело, особенно если придумать слово поинтересней и попровокационней. Игра «Кто скорее всего». Игрок задает вопрос о том, кто скорее всего сделает что-то или скорее всего является таким. Например, кто самый безбашенный, кто самый конфликтный, кто влюбляется чаще всех, кто на вечеринке устроит беспредел. На счет 3 игроки показывают пальцем на того, кого считают таким человеком. Можно придумать наказание или просто посмеяться. Игра одно из двух. Игрок задает другому вопрос и два варианта, чтобы он ответил и пояснил свой. Например, иметь красивое лицо или красивую фигуру? Ответ. Красивое лицо, ведь фигуру можно получить в тренажерном зале. Или уволили с работы или потерять любовь. Тут все зависит от вашей фантазии. Игра «Ответь за 5 секунд и назови 3». Один игрок придумывает для другого вопрос, на который нужно ответить за 5 секунд. Например, назови 3 причины найти вторую половинку, назови 3 прилагательных, описывающих тебя, назови 3 способа отомстить бывшему. Игра «Закончи фразу». Один игрок начинает фразу, а второй ее продолжает. Например, «Я всем нравлюсь по той причине, что у меня…» Продолжение. Красивые уши. Игра «Селфи». Ведущий задает задание сделать самое красивое селфи. Всем дается 1 минута на селфи, а потом общим голосованием выбирается победитель. Потом задание сделать селфи безумное, смешное, подозрительное и прочее. Игра «Бутылочка». Правило этой игры в том, что вы целуетесь, на кого указала горлышко. Можно придумывать какие-то другие задания и действия в зависимости от предпочтений. Подвижные игры для вечеринок. Безусловно, одним из лучших вариантов для веселья являются подвижные игры. А какие именно, выбираете только вы. Вот некоторые крутые варианты. Караоке. Почему бы не попеть песни по одному дуэтам или целым хором? Танцы и танцевальные конкурсы. Можно просто потанцевать, либо устроить танцевальные конкурсы или баттл, разделившись на несколько команд. Игра «Твистер». Игрок должен переместить часть тела на определенный цвет, тут точно будет весело и прикольно. Догонялки, слепой кот или прятки. Если позволяет место, то будет весело бегать друг за другом. В игре «Слепой кот» игроку завязывают глаза. Игра «Ноги». Данная игра от 5 человек. Игроки становятся в круг близко друг к другу, где ноги на ширине плеч. Первый игрок дотрагивается стопой до стопы соседа слева, той стопой, до которой дотронулись. Нужно прикоснуться к стопе следующего игрока. Игра «Делай как я». Ведущий делает под музыку движения, а другие игроки должны повторять. Если вы на улице, существует много подвижных игр. Волейбол, футбол, баскетбол, теннис, фрисби, бадминтон и прочее. Интеллектуальные и настольные игры для вечеринок. Желаете поиграть во что-то, где можно сразиться, используя интеллектуальное оружие? Купите настольные игры, которые можно найти в любом книжном магазине или закажите в интернете. Также для веселья подходят игры «Угадай мелодию», «Мафия», «Уно», «Дурак», «Тысяча», «Города», «Скрэбл», «Эрудит», «Шашки», «Шахматы», «Домино», «Маджонг», «Го». Помимо всего, устроить конкурс открытого микрофона, организовать батлы, рифмы, панчи, прожарки. Если есть приставка, то использовать ее как способ хорошо повеселиться. Также устроить различные конкурсы, викторины и прочие интеллектуальные состязания с призами. А может, наказаниями. Игры именно этим и хороши. Игры для компании, друзей или двоих влюбленных могут быть любые, ведь выбираете только вы. Главное не скучать, ведь иначе компания друзей превратится в раздраженных Монтекки и Капулетти, а скучающая парочка станет историей несчастливой любви Ромео и Джульетты. Ну, нам такого не надо, уж лучше придумать что-то интересное, веселое и незабываемое. Поделитесь в комментариях, какие игры вы играете на вечеринках или свиданиях. Хочешь видеть больше видео на разные клевые темы? Подписывайся на канал Фанинarium Media, жми на колокольчик, чтобы не пропустить, и ставь лайк. Всем нескучных вечеринок и незабываемых свиданий!